Дорогие друзья, я хотел бы обсудить с вами ценности Высшей школы экономики. В нашем университете работают уже тысячи сотрудников и учатся десятки тысяч студентов и аспирантов. Мы занимаемся очень разными делами, каждый своими. И мы вообще очень разные, но все же есть некоторые общие принципы, которые нас объединяют. И которые, кстати, отличают нас от многих других. Об этих принципах я и хотел бы сегодня поговорить. Есть специальный документ, он называется «Декларация ценностей Высшей школы экономики». Разумеется, я не буду зачитывать его положение, вы и сами можете этот текст посмотреть, если захотите. Вместо этого я хотел бы сказать о том, что я считаю важным, и как я понимаю вот эти принципы, которые не являются какими-то пустыми абстракциями, а является тем, чем мы руководствуемся на деле. Первый принцип – стремление к истине. Всем известно, что Высшая школа экономики – исследовательский университет. И дело тут не в том, или не только в том, что мы занимаемся исследованиями, а в том, что это ядро всей нашей деятельности, всего того, чем мы занимаемся. А что движет исследованием? Им движет как раз то самое стремление к истине, стремление понять и рационально объяснить вещи, которые не лежат на поверхности, которые нам непонятны, которые мы считаем важными, или которые попросту нам интересны, ведь никто же тебя не побуждает, не заставляет искать эту истину где-то, тем более не определяет, как ее искать. При этом мы нормальные люди вполне, мы хотим жить достойно и интересно, у нас множество других мотивов, хочется, чтобы тебя уважали, признавали и так далее. Но вот именно это стремление понять и объяснить происходящее, понять и объяснить непонятное, нас и отличает от многих других. Второй принцип – сотрудничество и заинтересованность друг в друге. Мы не просто добываем истину, но мы ее тут же начинаем раздавать. И твой личный авторитет, как исследователя человека, зависит во многом от того, сколько тебе удалось бескорыстно раздать другим, а не от того, сколько ты получил или накопил. Результаты академической деятельности принципиально открыты, в этом ее особенность. Другая особенность заключается в том, что, конечно, у каждого из нас своя собственная голова, но мы сотрудничаем друг с другом, и все лучшее, что исходит из стен университета, на самом деле продукт коллективной деятельности. Мы постоянно учимся друг у друга, учимся у профессоров, учимся у студентов. Мы постоянно помогаем друг другу, и это не какой-то непонятный альтруизм, это правило академической деятельности. Кто бы к тебе ни обратился, профессор или студент, ты не вправе ему отказать в профессиональной, содержательной поддержке. И еще мы постоянно обсуждаем все важные вопросы между собой. Да, мы постоянно спорим, критикуем, не соглашаемся друг с другом. Без взаимной критики не обходится ни одно содержательное обсуждение. Но при этом мы всегда должны оставаться беспристрастными. Мы никогда не должны переходить на личности. И мы всегда должны сохранять уважение друг к другу. Третий принцип – честность и открытость. Высшая школа экономики всегда была чистым во всех отношениях университетом. И наше отличие заключается не в том, что у нас есть правила, которые отрицают обман, двойные стандарты, дискриминацию. Наше отличие заключается в том, что мы эти правила реально соблюдаем. Всем известно, что в университете никогда не было коррупции. И даже тогда, когда ЕГЭ еще не был введен, в вышку нельзя было поступить ни за деньги, ни по блату. И в вышке никогда нельзя было за деньги сдать зачет или экзамен. Вышка стала первым университетом много лет назад уже, который начал систематическую борьбу со списыванием, плагиатом, подлогами. Да, здесь нельзя списывать. И это правило работает, и это правило распространяется не только на студентов, обучающихся, оно касается всех сотрудников. Если ты не соблюдаешь нормы академической этики, то ты не можешь здесь работать или учиться. А еще Вышка очень открытый университет в смысле своей прозрачности.
Все вы видели наш корпоративный портал, и все важное, что мы знаем о вышке, вы можете найти на этом корпоративном портале. И сведения о наших программах, и о тех, кто здесь работает. И, кстати, мы стали первым университетом в стране, который разместил онлайн свой реальный финансовый план университета. Четвертый принцип – академическая свобода и политический нейтралитет. Принцип академической свободы означает, что каждый исследователь может делать свой самостоятельный выбор, чем и как ему заниматься, и никто не вправе диктовать тебе, какие подходы ты используешь и к какой научной школе тебе принадлежать. Если ты занимаешься профессиональной, экспертной, прикладной деятельностью, то ты также сохраняешь свою профессиональную независимость. И никто не вправе навязывать тебе, определять за тебя заключения и выводы, в чьих бы интересах они ни делались. Теперь о политике. Понятно, что сотрудники и студенты университета, как граждане своей страны, имеют очень разные политические взгляды. И они вправе высказывать и отстаивать эти политические взгляды. Но важно то, что сам университет, пространство университета остаются свободными от политической деятельности и политической агитации. Ровно 100 лет назад Макс Вебер постулировал, что политики не место на кафедре в учебной аудитории. Эти слова верны и сейчас. Они означают, что при любом обсуждении политики мы должны опираться в первую очередь на поиск содержательных аргументов и на результаты наших исследований, а не на наши личные политические пристрастия. Следующий принцип – профессионализм, требовательность к себе и ответственность. Высшая школа экономики – российский университет, который при этом руководствуется высокими международными стандартами. Это означает, что мы ориентируемся на лучшие мировые образцы. Это означает, что мы постоянно поднимаем для себя планку. И это касается и университета в целом, это касается каждого из нас. Да, университет многого достиг всего лишь за четверть века, но мы остаемся критичными по отношению к себе, требовательными по отношению к себе, и мы не тратим никогда время на обсуждение наших успехов, мы постоянно обсуждаем проблемы, которые мы должны решать. При этом нас нередко спрашивают, не слишком ли много изменений в единицу времени, не нужно ли хотя бы иногда останавливаться, притормаживать, чтобы пожить спокойно, и мы отвечаем: нет, мы будем меняться постоянно. И заключительный принцип – активная общественная позиция. Высшая школа экономики никогда не была башней из слоновой кости, то есть никогда не замыкалась сама на себе. Мы не только стремимся стать лидерами в своих областях, мы осознаем свою миссию, свою ответственность. Мы хотим и должны создавать новые возможности для других университетов, для всей страны. Поэтому мы активно занимаемся политикой, экономической, социальной, образовательной. Завершая, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в Вышке существует специальный онлайн-курс «Академические ценности высшей школы экономики». Он был сделан пару лет назад нашими молодыми сотрудниками. И если хотите узнать побольше, проверить свое понимание, посмотрите этот курс, получилась довольно интересная штука. Дорогие друзья, вы вливаетесь в Высшую школу экономики. Вы будете здесь учиться, будете здесь работать. Хочется пожелать вам удачи. Теперь вы часть нашего дружного сообщества. И все эти принципы, о которых мы с вами говорили, теперь будут и вашими принципами.